Приветствую всех на канале «В мире лекарств». В этом видео мы поговорим о том, как можно снизить температуру тела, о жаропонижающих средствах, о том, как правильно их применять. Снижение температуры тела надо начинать с физических методов охлаждения. Например, обтирание водой комнатной температуры, обдув воздухом с помощью вентилятора или другого устройства, обложение льдом, который расположен в грелке, на расстоянии около 10 см от головы пациента, а также проветривание помещения. Жаропонижающие лекарственные средства применяют только в случае повышения температуры тела 38 градусов и выше. Исключения составляют состояния, сопровождающиеся сильной болью, тяжелые заболевания сердечно-сосудистой и нервной системы, пожилой возраст 65 лет и старше. В этих случаях прием жаропонижающих начинают при температуре 37,5 градусов. Продолжительность самостоятельного применения жаропонижающих средств не должна превышать 3 суток. Итак, для снижения повышенной температуры можно использовать парацетамол, ацетилсалициловую кислоту или аспирин, ибупрофен или всем известный нурофен, а также мифенаминовую кислоту. Существует также масса комбинированных препаратов, в состав которых входит парацетамол. Это, например, флюколт или фервекс. Эти препараты используются при простуде и обладают жаропонижающим эффектом. Все эти препараты, особенно кислоту ацетилсалициловую, необходимо принимать после еды. Препараты, содержащие ацетилсалициловую кислоту, нельзя принимать вместе с антикоагулянтами, антиагрегантами при беременности и в период кормления грудью. Нельзя сочетать прием этих препаратов с алкоголем, так как резко повышается ульцерогенное действие, особенно у ацетилсалициловой кислоты, и гепатотоксическое действие, особенно у парацетамола. Ацетилсалициловая кислота снижает мочегонный эффект петлевых диуретиков. Ацетилсалициловая кислота противопоказана пациентам с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, геморрагическим диатезом, бронхиальной астмой, а также детям из-за возможности развития синдрома Рея. Высокая температура у ребенка должна снижаться парацетамолом или ибупрофеном. Метамизол натрия анальгин противопоказан при беременности, бронхоспазмах, с осторожностью применяют у пациентов с артериальной гипертензией, при инфаркте миокарда, заболеваниях почек, алкоголизме. Во время длительного применения метамизола натрия необходимо контролировать состав периферической крови, при первых признаках агранулоцитоза прекратить прием. Основное свойство препаратов, содержащих парацетамол, это небольшая широта терапевтического действия, то есть токсическая доза превышает максимальную терапевтическую всего в 2-3 раза. Поэтому необходимо соблюдать дозу 10-15 мг на килограмм массы тела 4 раза в день. Препараты, содержащие парацетамол, с осторожностью назначают при нарушении функции печени. Применение жаропонижающих средств вместе с щелочными минеральными водами снижает антипиретический эффект. Все эти средства применяют с осторожностью у пациентов с бронхиальной астмой, язвой желудочно-кишечного тракта, кровотечениями, с заболеваниями печени, нарушением функции почек. Не следует назначать их в период беременности и кормления грудью, кроме парацетамола. При одновременном применении с этими препаратами возможно усиление действия пероральных сахароснижающих средств, антикоагулянтов, антиагрегантов. Ибупрофен снижает эффект тиазидных диуретиков и антигипертензивных средств. Ибупрофен может вызвать головокружение, поэтому его не назначают лицам, деятельность которых требует высокой концентрации внимания и скорости психомоторных реакций, например, водителям. Доза ибупрофена должна быть 5-10 мг на килограмм массы тела 3 раза в день. Комбинированные лекарственные средства не назначают в период беременности и кормления грудью. Целесообразнее и безопаснее является симптоматическое лечение отдельных проявлений острого респираторного заболевания. Комбинированные лекарственные средства нельзя применять одновременно с другими лекарственными средствами, содержащими парацетамол. Необходимо соблюдать дозы для предотвращения токсического действия парацетамола вследствие передозировки.
Комбинированные лекарственные средства часто содержат декстрометорфан, фенирамин и хлорфенирамин, поэтому могут вызвать сонливость. Их нельзя применять одновременно со снотворными, седативными средствами, нейролептиками, транквилизаторами и препаратами, содержащими алкоголь. Это существенно усиливает их угнетающие действия на центральную нервную систему. Они противопоказаны лицам, деятельность которых требует высокой концентрации внимания и скорости психомоторных реакций, а также мужчинам с гипертрофией предстательной железы. Мифенаминовая кислота может использоваться у детей с 5 лет. При беременности и лактации она противопоказана. Следует отметить, что мифенаминовая кислота стимулирует образование интерферона, поэтому оказывает противовирусное действие и может использоваться при острых респираторных вирусных инфекциях и гриппе. Доза 250-500 мг 3-4 раза в день.